Друзья, я рад снова вас видеть. Сегодня на нашем канале будет один из самых подробных обзоров про регионы Северного Кипра, которые есть на просторах YouTube. Видео это будет достаточно объемное, много будет аэросъемки с дрона и много информации. Так что устраивайтесь поудобнее и начнем. Кстати, сейчас мы находимся на пляже Камелот, и за моей спиной это, наверное, пляж с одним из самых красивых видов на Северном Кипре. Итак, поехали. Начнем по порядку. Как вы знаете, остров Кипр разделен на две части. Это северная часть острова, Турецкая республика Северного Кипра или ТРСК. Она находится под патронажем Турции и не признана мировым сообществом, кроме нескольких стран. Южная часть острова – это Республика Кипр. Она входит в состав Евросоюза. На северной части острова выделяется несколько основных районов и городов. Мы начнем, пожалуй, с северной части острова, где мы находимся. Здесь между Киренийскими горами и Средиземным морем расположена агломерация одного из больших городов Северного Кипра. Это город Гирна, или второе греческое название которого Кирения. К западу от Гирна находится несколько небольших поселков. Дальше всех от Гирна расположен поселок Каршияка. За ней следует Лапта, потом Алсанджак и ближайший пригород Карланалу. К востоку от Кирении расположены Азанкой, Читалкой, Белопаис и еще несколько поселков. Эта часть острова считается наиболее обжитой, чем другие части острова. Здесь очень много зелени и разнообразных природных форм. Здесь довольно развитая инфраструктура, много частных и государственных школ и детских садов, большое количество магазинов. Конечно, их количество неоднородно на всем протяжении, и в каждом месте есть свои точки притяжения. В этом районе превалирует малоэтажная застройка. По сути, она очень разная, и встречаются как и новые комплексы с очень развитой инфраструктурой, так и более старая и даже ветхая застройка. Итак, Каршияк – это самый отдаленный от Кирении поселок. Он расположен в северной части острова. До Гирна можно добраться всего за 20-30 минут на машине или на маршрутке. Расстояние 22 километра. Это весьма древнее поселение. О нем можно еще встретить записи, по-моему, в 1248 год. Из достопримечательностей здесь сохранились руины монастыря Синай. Когда-то он был одним из самых важных для этого региона, а сегодня от него остались лишь части стен и гранитные колонны. Записи свидетельствуют о том, что монастырь был разрушен в 1882 году. Также Каршияка славится своими живописными видами. В окрестностях поселка расположено много оливковых, лимонных, апельсиновых рощ. Здесь есть и несколько небольших бухточек, где можно искупаться в Средиземном море. Большинство земель в этом районе остаются относительно нетронутыми. Вы не найдете здесь каких-то больших баз отдыха, крупных ресторанов, баров и развлекательных заведений. Большинство вариантов недвижимости представлены в Каршияке – это вторичка. В основном это немолодые загородные дома и виллы. Очень мало квартир. Застройщики практически не строят там новые комплексы. Цены на недвижимость относительно недорогие. Рассматривать как вариант для инвестиций я бы не советовал. Как покупку для себя, приехать отдохнуть, привезти сюда свою семью можно. Но вопрос в том, что потом на эту недвижимость тяжело будет найти покупателя. И следующий поселок в нашем обзоре – это Лапта. Лапта находится в 15 минутах езды на автомобиле от Кирении. Лапта – это древний поселок, основанный еще в X веке до нашей эры. Сам город разделен на две части. Это старая часть, расположенная высоко в горах, и новая Лапта, которая протянулась ближе к побережью.
Старую часть называют Лапитос. Мы будем ее рассматривать только в контексте достопримечательности. В контексте жизни на острове, именно жить, имеет смысл рассматривать только часть, находящуюся на побережье. В последнее время данный район начал стремительно развиваться, потому что до этого был небольшой застой. И несмотря на то, что там довольно много старой застройки, многие застройщики строят там современные комплексы. Также в этом районе продается очень много вторички, которые представлены как и виллами, так и квартирами. То есть недвижимость совершенно разного плана. И сейчас очень много реконструируется инфраструктура в данном поселке, создается новая. В течение последнего года открылось довольно много новых ресторанов, бич-клубов и других объектов. И следующий поселок в нашем обзоре – это Алсанжак. Алсанжак – это уютный поселок. Расположился в 10 километрах к западу от Кирении между величественной грядой Киренийских гор и чистейшим Средиземным морем. Этот район славится своей живописной природой и парком, где вы замечательно сможете отдохнуть от суеты, позаниматься спортом, а ваши дети смогут поиграть на детской площадке. Также можно испытать себя, пройдя по одному из многочисленных пеших маршрутов, расположенных в горах, любуясь на потрясающую природу Кипра. В Алсанжаке расположено множество пляжей на любой вкус. Если вы решите выбрать пляж Камелот, то вас ждет один из самых красивых видов на Северном Кипре. Тут же расположены развалины древнего города Ламбуза, основание которого датируется XIII веком до нашей эры. Рядом находится небольшой уютный пляж Маримонта с чистейшей водой, золотистым песком и пологим входом в воду, полюбившимся семьям с маленькими детьми. Пляж Эскейп популярен среди молодежи. Тут вы сможете позаниматься водными видами спорта, покататься на яхте и гироскутере. Также в Алсанжаке находятся прекрасно оборудованные пляжи отеля Денис-Кизи и пляжи Карван-Сарай. Прекрасно развитая инфраструктура поселка включает в себя огромное количество самых разных магазинов, где вы сможете купить свежайшие овощи, фрукты, морепродукты и продукты питания. Также большое разнообразие магазинов бытовой техники и товаров для дома. В Алсанжаке вы сможете насладиться прекрасной средиземноморской европейской кухней в одном из многочисленных ресторанов с прекрасным видом, находящихся на первой береговой линии. Также Алсанжак известен тем, что тут находится крупнейшая на Кипре сеть пятизвездочных отелей Marriott, предлагающая высококачественный уровень сервиса, где вы найдете все для потрясающего отдыха. Это и великолепно оборудованные пляжи со всей инфраструктурой, закрытые и открытые плавательные бассейны, спа и тренажерные залы. Но главной фишкой сети этих отелей является наилучшее казино, где можно интересно провести время. Если вы решите выбрать Алсанжак местом своего проживания, вы не будете разочарованы. Помимо развитой инфраструктуры, тут находится знаменитый Меджат Бритиш Колледж, одно из лучших учебных заведений на Кипре, где обучение проходит полностью на английском языке. После окончания этой школы ученики этой школы, выпускники, могут спокойно продолжать обучение в вузах Англии и Западной Европы. Также в шаговой доступности находятся частные государственные детские сады. Так как в Алсанжаке очень большая русскоговорящая диаспора, для вас и ваших детей не будет проблемы найти развлечения по душе. Вы сможете заниматься латинскими танцами,
сходить на игру в мафию или посетить многочисленные тематические вечеринки. В районе Алсанжака законодательно запрещено строить дома выше 3 этажей, поэтому тут застройка малоэтажная и довольно плотная. Застройщики обычно строят небольшие комплексы, состоящие из нескольких домов, которые плотно вписаны в окружающий ландшафт. А развитая инфраструктура делает Алсанжак одним из самых привлекательных мест на Северном Кипре. Далее мы рассмотрим центр всей этой агломерации. Это город Гирны, или второе греческое название Кирения, с пригородами Караланалу и Зайтелик. Гирны, конечно, знаменит своим потрясающим портом, где находится знаменитая Киренийская крепость. Гирны мы будем рассматривать исключительно с точки зрения удобства и качества жизни. Сам город – это деловой и финансовый центр региона. Здесь сосредоточены все административные учреждения, банки, спортивные и культурно-развлекательные объекты. Это, конечно, более шумное место по сравнению с пригородами, про которые мы только что говорили. К минусам можно отнести, что практически нету пляжей, где можно покупаться. Большой автотрафик, шум и грязь. Недвижимость представлена в основном многоквартирными жилыми домами. Есть как недорогая вторичка, так и новые жилые комплексы с развитой инфраструктурой, которые включают тренажерные залы, спа, рестораны и так далее. Цены на недвижимость средние и зависят от качества и возраста объектов. В районе Зайтелик находятся в основном дорогие виллы с потрясающими видами на море и горы. Стоимость недвижимости в данном районе определяется близость Гирна, но в то же время присутствует какая-то уединенность. По другую сторону от Гирна вдоль побережья протянулись поселки Азанкой, Даганкой, Читалкой, Белопаис, которые фактически перетекают один в другой и находятся на небольших расстояниях. Это один из самых дорогих районов на Северном Кипре. Недвижимость представлена в основном большими виллами с участками и с редкими вкраплениями жилых комплексов. В районе представлена очень развитая инфраструктура. Это множество кафе, магазинов на любой вкус, частные государственные школы и сады, медицинские учреждения. Также недавно появился лунопарк. Есть пятизвездочные отели, инфраструктурой которой можно пользоваться за довольно умеренную плату. Из минусов можно отметить, что сам жилой фонд уже довольно старый, и плюс на главной дороге пока только по одной полосе в каждую сторону. Поэтому часто можно там увидеть большие пробки, особенно в час пик, утром и вечером. Так, дальше, если мы перемещаемся вдоль побережья, мы попадаем в регион СНТП. Регион СНТП равнодален как от Гирна, так и от Эскиле. Я считаю, что этот район один из самых бурно развивающихся. Он сочетает в себе великолепную природную красоту, скалистые берега и прекрасные виды на горы. СНТП – это больше не про пляжный отдых с детьми, а больше лакшери. Застройщики на Северном Кипре очень любят этот район. Тут строится огромное количество новых объектов класса люкс. Все эти объекты включают в себя богатую и шикарную инфраструктуру, что в сочетании с природными факторами привлекает большое количество инвесторов со всего мира. Обычно проекты от хороших застройщиков в данном регионе раскупаются процентов на 70-80 еще до старта продаж. Также тут находится великолепный гольф-клуб, который является еще одной точкой притяжения в данном районе. Также между Гирной и СНТП расположены классные пляжи Алагади, где можно позаниматься параплайдингом и увидеть, как в море выпускают черепашек. Из минусов в этом районе можно выделить пока еще недостаточно развитая инфраструктура. Это небольшое количество магазинов, это отсутствие учебных заведений. Если вы планируете учить детей,
то вам придется их возить либо в Искеле, либо в Гирно, хотя планируется строительство школы. Также к минусам можно отнести это скалистый рельеф и то, что немного естественных мест прикупания. Но при строительстве новых комплексов застройщики обычно планируют пляжи и пирсы, так что в течение некоторого времени данный вопрос должен быть закрыт. Данный район прекрасно подходит для инвестиций. Цены на недвижимость в данном регионе за последний год выросли практически на 80%. И цены на данную недвижимость довольно высокие, но при этом стабильно присутствует спрос. И, как я уже говорил, хорошие объекты практически раскупаются на предпродажах застройщиков. Чуть дальше по направлению к полуострову Карпас расположился район Татлы-Су. Это природный заповедник, который до недавнего времени был практически не заселен, за исключением нескольких вилл. В настоящее время, так как стоимость земли в данном районе еще не такая высокая, как на всем Северном Кипре, многие известные застройщики пришли в этот регион с новыми люксовыми проектами. В ближайшем будущем планируется развитие инфраструктуры и строительство новых комплексов. И этот регион имеет большую инвестиционную привлекательность. Дальше мы перебираемся на восточную часть острова. От полуострова Карпас до Фомагусты протянулась длиннейшая песчаная полоса великолепных пляжей. Эта часть острова одна из самых быстро развивающихся на Северном Кипре. Бафра знаменита своими классными пляжами и шикарными пятизвездочными отелями. До самой Бафры уже проложена четырехполосная магистраль вдоль побережья, так что с транспортным сообщением там нету никаких проблем. Далее следует регион Буаз. В настоящий момент это одно из самых перспективных мест для инвестиций. Сюда уже зашли многие известные застройщики. Это и Афи Группа, который в данный момент строит комплекс Цезарь Блю, недалеко от уже построенного Цезарь Бич. Также это компания Дович и Нейлар, построившие люксовый комплекс Four Seasons, в котором сейчас через дорогу строится уже вторая очередь. В комплексе Цезарь Блю есть прекрасный аквапарк. Также планируется строительство большого торгового центра. В общем, если у вас есть планы выбрать место для инвестиций, этот район прекрасно подходит. Далее следует район Искеле. Я хочу рассказать вам о самом быстро развивающемся районе Северного Кипра – Искеле. Искеле – это многокилометровые пляжи с бархатным песком, пологим входом в воду, прекрасно подходящий для отдыха с детьми, и развитая инфраструктура. Местные жители называют это место Майами, ведь еще несколько лет назад на этом месте было пустое поле, а теперь, как на дрожжах, выстраивают шикарные комплексы, готовы принять гостей острова и обеспечить первоклассным уровнем сервиса. В этом месте шикарные небоскребы и комплексы соседствуют с дорогими виллами, утопающими в зелени. В этом месте находится один из самых популярных пляжей на острове – Лонг-Бич. Этот пляж по праву считается одним из самых благоустроенных на Северном Кипре. На широкой береговой линии с чистой лазурной водой и белоснежным песком можно найти все, что нужно для отдыха. Многочисленные точки питания, рестораны и кафе не дадут вам остаться голодными, а вашим детям не дадут заскучать современные детские площадки и лунопарк с аттракционами, на которых будет интересно не только самым маленьким посетителям, но и взрослым. Также тут есть длинная прогулочная дорожка, по которой вы можете совершать прогулки, любуясь на великолепные морские закаты, совершать пробежки или кататься на велосипеде. Лонг-Бич – это излюбленное место отдыха для местных жителей. Удобно, устроившись на мягком газоне, можно устроить пикник и поиграть в футбол. Этот район стал привлекательным для
потенциальных покупателей благодаря высокому темпу развития, близости к морскому побережью. Недвижимость в этом месте пользуется огромным спросом, как аренды, так и для покупки. Недвижимость в Эскиле имеет колоссальную инвестиционную привлекательность благодаря классным условиям рассрочки, которую предоставляют застройщики данного региона. При покупке строящейся недвижимости вы можете получить беспроцентную рассрочку сроком до 6 лет. А если вы решите выбрать Эскиле местом для проживания, вы не будете разочарованы. Застройщики обычно строят комплексы с развитой инфраструктурой, которая включает в себя все для комфортной жизни и даже чуть больше. Тут будут кафе, рестораны, бассейны, детские площадки. Также есть тренажерные залы, спа-центры и многое другое. Рядом находится частная школа ДО и новая школа Неарист, построенная только в этом году. Цены на недвижимость в районе Эскиле стабильно растут каждый год. И поэтому, если вы хотите инвестировать или получить стабильный доход в иностранной валюте, Эскиле – это ваш выбор. И многие семьи сделали выбор для своего постоянного проживания в пользу данного района. В общем, этот район служит локомотивом продаж недвижимости на Северном Кипре. И все топовые застройщики имеют множество проектов в этой части острова. Далее мы перемещаемся в поселок Йени-Боазичи, который находится чуть ближе к Фамагусте. Сегодня мы поговорим о районе Йени-Боазичи, который расположен на берегу чистейшего Средиземного моря, недалеко от города Фамагусты, и славится многокилометровой полосой золотистых песчаных пляжей. Этот район очень удобно расположен. За 5 минут на автомобиле по новой 4-полосной дороге вы сможете добраться как до Фамагусты, так и до Эскиле с его шикарным пляжем Лонг-Бич. В районе Йени-Боазичи находится знаменитый пляж Кладжарес с чистейшей водой, золотистым песком и пологим входом в воду. На пляже расположены многочисленные кафе и рестораны, где можно подкрепиться, любуясь видом на Средиземное море. Вход на пляж свободный, и туда может попасть любой желающий. Также к вашим услугам шикарная территория отеля «Саламис». Вы сможете посетить один из баров и ресторан, а также расслабиться в спа-зоне, находящейся в этом отеле. На территории Йени-Боазичи также расположены одни из самых известных исторических достопримечательностей острова Кипр. Это руины Саламиса и монастырь Святого Варнавы. В Йени-Боазичи преимущественно малоэтажная застройка, практически нету высотных зданий, что будет являться заметным плюсом для любителей спокойного и размеренного образа жизни. Но в то же время застройщики сейчас строят комплексы, в которых очень развита необходимая для жизни инфраструктура. Это магазины, крытые бассейны, спа-центры, тренажерные залы и многое другое. Огромнейшим плюсом является новая, построенная только в этом году школа Неарист, где обучаются дети с 2 лет до 12 класса. Застройщики предлагают хорошие условия беспроцентной рассрочки на строящиеся апартаменты сроком до 6 лет. В последнее время появилось очень много интересных проектов. И последний город, который мы рассмотрим в нашем обзоре, это Фамагуста. Этот город находится на границе с Южным Кипром, недалеко от Лимассола, и имеет несколько переходов через границу. Из достопримечательностей можно выделить красивый старый город и город-призрак Вароша, который долгое время был закрыт и только совсем недавно стал доступен для посетителей. В городе есть несколько университетов и, соответственно, очень много студентов из разных стран мира.
Стоимость недвижимости тут в целом чуть ниже, чем в среднем по острову. Но опять же зависит от застройщика, комплекса и года постройки. Стоимость аренды квартир тут также ниже, чем в соседних районах. Из плюсов, как и в Кирении, можно отнести развитую инфраструктуру. Из минусов шум, грязь, пробки, отсутствие до недавнего времени хороших пляжей. В данный момент в Ороше функционирует прекрасный песчаный пляж, который с удовольствием посещают не только местные жители, но и туристы. И еще один город, который я хотел бы вынести за скобки в нашем обзоре, это Никосия. Это столица как Северного, так и Южного Кипра, которая является столицей одновременно двух государств. Это Южного и Северного Кипра. Обычно этот город для жизни выбирают те, кто приезжает либо учиться, либо работать, так как он находится в центре острова и очень далеко от побережья. Обычно люди, которые приезжают, планируют купить недвижимость возле моря. Кто снимает либо покупает квартиру в Никосии, это, как я уже говорил, либо кто работает, либо кто учится. В этом городе очень развитая инфраструктура, да, деловой финансовый центр, много больниц, университетов. Друзья, я рассказал вам подробно про все районы, которые есть на Северном Кипре. Я надеюсь, что видео вам зашло. Жду от вас лайков. Пишите в комментарии, какие у вас будут вопросы. Я очень старался подобрать много информации. В общем, подписывайтесь на наш канал. Там будет очень много интересной информации. И до новых встреч. Пока-пока.